2? 1-1 играл. Ладно, 2-1-1. А какой это 1-1? Да, это 1-1. Окей. С лет 5 я начал играть в разные игры. В 5 классе я познакомился с Дотой, с Counter-Strike, и продолжал в них играть просто с друзьями, по фану, с одноклассниками. И где-то в 10 классе, был не самый приятный момент в моей жизни. Я решил закрыться как-то, уйти в себя и начал больше играть в Доту. И мне понравилось, у меня получалось, я Apple рейтинг. И тогда я понял, что мне хочется связать свою жизнь с Дотой, так или иначе. Да? Тогда я поступил в универ, и у меня уже было там, где-то 1000 ранг, наверное, или 800. И я уже хотел стать профессиональным игроком. Я просто слепотел все игры, не помню. У меня стики, все, я буду. Вступил я в университет и понял то, что, может, не то направление, может, не понравилась система образования, то, как учили. Было достаточно сложно, и в моменте я понял, так можно с ума сойти, и вроде у меня неплохо получается играть в доту, и я просто взял академ и сказал родителям, вот я поеду жить один, просто возьму компьютер и дайте мне год, и может получится, если нет, буду дальше учиться. В итоге получилось, но важный вопрос, как на это решение отреагировали твои родители. Родители отнеслись позитивно по сравнению с другими дотерами, потому что мама меня поддерживала в этом плане. Для нее было важно просто, чтобы я получил образование, и она уважала мое хобби. Папа относился более как-то строго, но он тоже был не против, что у меня есть свое хобби, он это понимал. А сейчас родители поддерживают, следят, брат в том числе, и за это я им благодарен, что они меня так воспитали, и, в принципе, то, кем я являюсь, это в том числе большая их заслуга. В общем, повезло тогда, что мама была в другой стране, а папа так более лояльно ко мне относился, поэтому просто папе сказал, что вот я тут поднакопил немного денег и уезжаю, он так немного просто расстроился, то, что я бросаю университет. И понял меня, и все, как обычно. Так-то в целом немножко негативно было, но ничего такого. Понятно. А как? Кто нафидел? Иллюзия. Невозможно говорить. Были ли еще какие-либо трудности, когда ты принял это решение? В целом нет, это было самое сложное, то, что у меня такой был небольшой бюджет, и я понимал, что я там могу жить в квартире месяцев 5, и потом все, я вернусь, наверное, к родителям, а родители мне там мешали дома играть, условно. Так что это была основная трудность просто переехать, чтобы начать самому жить, готовить, потому что я вообще ничего не умел. Мне всегда папа еще готовил, говорил, перед играми, и просто говорил, занимайся своими делами. Вот так я бы не сказал, что были какие-то проблемы. С точки зрения карьеры, то есть все получалось, были какие-то результаты, инвайты. Так, и кого дукали все забанить? Это импу, да? Надо ему... Инчу, ребят, надо. Я забаню инчу. Ник, у всех вопрос, связано ли это с сериалом тем самым, или это какая-то другая история? На самом деле все просто. У меня был друг, тогда я с ним познакомился, когда начал играть ланы в Москве, и мы просто придумывали ник. И вот мы просто рандомно ввели, условно, какой поставить ник, и там были разные ники из русских сериалов, можно было поставить Мухтар, вот был Дукалис, и мы выбрали просто Дукалис, Но за это, я ни разу не смотрел сериал, я в какой-то момент думал поменять, то есть оставить просто Дука, 4 буквы, в принципе, это удобно, у многих крутых игроков 4 буквы в нике, но понял, что не хочется менять, потому что уже есть какая-то история за этим никнеймом, и лучше, ее придерживаться. Реально, я такого не видел еще в вертолете. Просто твари по 5000 хп, 500 дэмэджа бегут в тебя. Есть еще Чен такой же. Да, но it was meta from Steven China. Yeah, but as well, they just steal it from Amar. They didn't play before. Первые шаги, первая команда. Мы тогда с тобой работали вместе, это был Минус Модус, да. Расскажи про эту команду. Как она собралась, как ты в нее попал, что это вообще такое? Я тогда учился на первом курсе универа, я помню. У нас там был такой парень, Даня, он мне написал. Был я, Фогас, Чикиряу, Айнкрат и Тоса. Вот. Тогда у нас был менеджер Monochronix, тоже Сереге передаю большой респект. И менеджером у нас был Лука.
И это была Академия Винстрайк. Тогда Винстрайк, я помню, набирали много составов, там были и другие составы, но у нас вроде получалось лучше всех. Это было очень интересно. Я тогда в Москву первый раз приехал на свой буткемп в компьютерном клубе. Остались позитивные эмоции, и даже по сей день я общаюсь со многими ребятами, вот там с Фогасом, с Чекирявым, мы поддерживаем контакт. Это для меня, ну и Лука в том числе, это для меня не последние люди в моей жизни. Здесь Нам нужно приехать минус 2. на минус 3. Да. Минус 3. Его проведи нас, пожалуйста, Оля. Тёмыч, сколько время? В 11:20 нам надо было, да, сидеть. Но из-за того, что проблемы с инетом, А, Может, нет, сидеть 12:20. зачилить. Во сколько сидеть? Ну, не, я хочу еще раз ходить походить. в 12:10, типа, как будто надо уже сидеть. Ну, сходим еще раз на университет. В каком году закончил. Где поступал. Там их мало, на самом деле. Но мы сегодня сядем с тобой вместе и А мне что-то сделаем. надо заполнить? Тебе ничего не писать. Давай вспомним Team Sexy, в которой ты начинал играть. Расскажи про свой путь от той команды и где ты сейчас. Ну, получается, я взял академ, когда меня уже позвали в Team Sexy. То есть я говорю, вот у меня есть такое предложение, типа папа там сказал, типа вот обрадовался, что получать буду зарплату. Со второй попытки вроде вышли в первый дивизион. Там был опытный игрок, который меня научил более-менее именно разбираться в доте, не просто как бездумно играть, а то, что вот именно эта карта, тут есть ресурсы, надо их учитывать, есть объекты, надо защищать, вот. Это нефрит был. Мы прошли в первый дивизион, и что-то у нас, ну, в команде какой-то разлад пошел, мы отстранились немного. И были какие-то там сторонние турниры, мы там просто с ребятами отдыхал и просто ехал на турниры в другие города и выигрывали понемногу их. И потом у меня там что-то был ранг 20, может, и мне Топсон там пишет в паблике, что-то там «Do you wanna play with me?» или что-то такое. Я такой, ничего себе, мне Топсон написал. Я такой «Yes, yes». И все. И так меня Топсон позвал в Тундру, получается. И пошел туда теститься, что-то начали строить эту команду. Вот, получается, с нуля тут был Топсон, я и Вайтмон. И все, больше никого особо не было. На что? Искали Мамы, которая реакция мамы. Его мама? Нет, Который Просто типа бабушка мама. сидит, вот, треки смотри, видишь, слушает. я сидел, слушал музыку. Вот у меня видос. Надо посмотреть, кстати. Мне даже интересно стало, надо. У меня дота забагалась. Да, вообще без проблем. В какой-то момент я перешел в интернациональные команды и заметил, что подход людей отличается. Они относятся гораздо более профессионально, чем в СНГ игроки. Они общаются гораздо проще. И люди между собой, возможно, им может что-то не нравиться, но так как они профессионалы, они до конца будут играть, стараться и не переплетать личное с рабочим. То есть даже в квест не все ребята уже под конец хотели играть вместе, потому что просто устали друг от друга. Я пришел последним в состав, они уже играли на протяжении 2 лет, у них были какие-то внутренние конфликты, но все до конца старались, поддерживали хорошую связь. И поэтому, я думаю, это один из ключей, почему в предыдущие года Европа доминировала над СНГ. Сейчас ты часть Prevision. Расскажи вообще про переход, как ты ощущаешь себя, про ребят, вот просто себя в команде. Ну, мне очень понравился переход, потому что это было, получается, с европейского менталитета сразу на СНГ, и мне понравилось тут, как к тебе относятся. Вова меня позвал, тут очень скилловые ребята в европейских организациях, там просто как будто... Там все про бизнес, и просто каждый делает свою работу. А тут как будто ты вот игрок, тебе относятся как к игроку, могут сделать чуть больше для тебя, помочь в чем-то. Тут есть у нас повар отдельный, который когда там не было такого. Тут буткемп, большой дом, а там просто типа апартаменты какие-то. Сразу были положительные впечатления. Получилось так, что в конце сезона у нас случился дисбанд в квестах. В какой-то момент мне написал Дима ДМ, что вот я и Вова, и Астини хотим, предлагаем тебе поработать с нами вместе. Я очень сильно этому удивился, потому что у нас как бы с Вовой был нерешенный конфликт. Для меня это не является какой-то проблемой, я готов работать с Вовой, и как в дальнейшем я узнал, он тоже.
ребята сказали, вот у нас есть организация, давай с нами. Я сказал, что я хочу очень сильно играть с Эдгаром, потому что после Риада я принял решение, что для меня важно именно поиграть с Эдгаром, я очень сильно его рейчу. И мы уже пришли, и да, и вот оказались вчетвером вместе. Короче, Бристлбэк, твой сейчас. герой, он не любит от станов играть. Ну, это любой Сейчас найдешь, что лес Все, сейчас. Лес сейв. Я тебе сейчас покажу. У меня был лесной Хускар в официалке. Я выиграл. С лесным Хускаром. Ты против алкашов, да, стоял? Я стал против сильнейших игроков дивизиона 1 в Европе. Короче, вот, да. Просто на твор сейчас откроешь, поймешь по твор. Что 20 секунд рекламы, дойти типа. Какая 20 секунд? 15 секунд, но уже 15 можно, затерпеть. Да все Тут же затерпеть. Готовься, еще будет удар. Типа он умрет совершенно. Сейчас смотри, что произойдет. Там уже не... Короче, они пойдут все забирать Рошана и сдохнут все по трекам пятером. И игра закончится. А ты тэпнулся, да? Типа, Я тэпнулся на треке, да. Ни одной игры эти челы не выиграли в первом Понятно, дивизионе. это не сильнейших игроков были. Там вообще типа ни единой игры. Там это Эргон был? На миде? Да. Я думаю, самое главное, что я увидел именно в этой команде, здесь ребята все уже с опытом. То есть здесь нет такого, что мы вместе чему-то учимся в плане опыта, потому что у всех ребят уже набиты шишки, и мы не совершаем ошибок, как совершали бы молодые игроки. И поэтому, я думаю, это один из пазлов нашего успеха. Ты много играешь в доту, ты много играешь пабов, ты стримишь. Что тебя мотивирует не прекращать играть? Турниры, я хочу выиграть много турниров, поэтому надо тренироваться. Ну и в целом мне нравится игра, только сейчас патчи редко выходят, поэтому такой, что-то придумываешь новое, уже из себя выжимаешь, а так в целом просто играть нравится, придумывать, креативить, и хочется выиграть много турниров. Ты сказал про креатив. Ты играешь на нестандартных героях на своей позиции. Ты это придумываешь сам или это обсуждение внутри команды? Как это происходит? В основном всегда я сам придумываю, типа уже все надоели, может какой-то есть другой герой, который может работать. Играю на нем там 5 пабликов, потом прихожу там к тренеру или просто кому-то говорю, делюсь. И мы уже думаем, типа, как этого героя можно вовлечь в тренировочный процесс. У нас сегодня не только одна игра. С другой стороны, да? Даже если выигрываем или проигрываем? Да. А чтобы пройти нам сколько игр надо? Нужно, чтобы счет был 3. Мы 3 игры, что ли? 3 победы проходите, 3 поражения выбываете. Тебя считают токсичным игроком из-за пабликов. Так ли это или нет? Ну, я считаю себя не токсичным игроком. Кто на моих стримах сидит, я там в основном очень редко юзаю voice. Просто играю. Может, раньше меня считали, потому что я играл на минере, который взрывает всю карту, и все на меня рейджили, и поэтому такая атмосфера создавалась. Но сейчас как будто нет такого. Долгое время находишься в топ-5, наверное, самая ты хай-пятерка в СНГ. Как тебе это удается? За счет чего? Я бы выделил, наверное, моего одного тренера, и это был Immortal Face. Мы работали с ним в Маус, и он привил мне любовь к профессионализму. То есть я каждый день просыпаюсь, понимаю, зачем я играю в доту, как я хочу играть в доту, у меня есть четкий план. И просто это, наверное, моя любовь к игре, я полностью ей отдаюсь. И, дота для меня — это жизнь. Много ли сил тратишь на то, чтобы оставаться в топе ладдера? Ну да, тут даже не просто в топе ладдера, а именно поддерживать хорошую форму, потому что, как я вижу это, если ты стараешься и прикладываешь усилия, каждый день там по 8, по 10 часов играешь, смотришь реплеи, но в любом случае нужен отдых, чтобы не перегорать. Но, думаю, самое главное — это любовь к игре и терпеливость. Вот. Там один админ был, а второй плеер. Админ я не стал брать. Что играешь? Ты же не в курсе. Чтобы тоже не дышать сигаретой. Нет, просто у нас такой драфт, в котором не стакаются герои. Сейчас очень много стресса в жизни каждого игрока. Это и ММ, и постоянные попадания, перформанс на турниры. Это очень много стресса. Скажи просто, как справляться со стрессом, как ты справляешься со стрессом?
Я такой камень, меня не сломать. И меня очень мало стрессит. Вот только единственное, главное, не заболеть на турнирах. И все, это моя единственная боль, что на каждом турнире прихожу, я заболеваю. А так стресса я вот прям не встречал такого колоссального. Ты начинал играть примерно, когда тебе было 16-17. 7 лет прошло, да, с момента старта карьеры. Возвращаясь назад, ты по-любому там, может быть, себе ставил цели выиграть инт, условно, там, к 20 и так далее. Я думаю, тогда я ставил себе какие-то цели, там, пройти на International, выиграть его. Но чем дальше время шло, тем дальше я понял, что нужно просто наслаждаться процессом, и тогда все само придет. Как мы видим, так, в принципе, мне кажется, у меня и получилось. Вот. Думаю, что я выполнил для себя самую главную цель, то, что я осознанно пришел к этому. То есть у меня, когда мы победили, я бы не сказал, что я прям был очень рад. У меня просто пришло осознание, что я делал все правильно, и по итогам это окупилось. Прошел месяц после победы в Бангкоке. Чуть-чуть уже эмоции подутихли, все здорово. Первая большая победа в твоей карьере. Прям победа-победа. Что внутри ощущается? Ну, я рад, что я доказал себе то, что я могу выиграть турниры. В целом приятно то, что, например, к тебе как к игроку изменилось отношение других ребят. В целом просто приятно, но будем дальше стараться. Как выиграю, я сразу такой, хорошо, что это все хорошо закончилось. И все, и пошел отдыхать. Я думаю, что где-то в глубине меня есть радость, но я бы не сказал, что она стоит на первом месте. На первом месте стоит осознание того, что твое понимание является правильным. Как ты коммуницируешь с людьми в команде, как ты играешь в доту, как ты именно для себя отдыхаешь, ты в оптимальном состоянии после турнира. То есть у меня не было такого, что у меня было очень много эмоций или что-то такое. Я выиграл, я порадовался, и я готов двигаться дальше, чтобы дальше завоевывать титулы и, в принципе, просто двигаться дальше в жизни. Ощущалось ли давление? Если да, то как команда помогала справляться тебе с ним? Или ты, наоборот, был в позиции того, кто помогает справляться с давлением? У меня не было прям такого давления. У нас Дукалис очень помогал, он всегда говорил, it's fine, guys, it's okay, go chill, and when we discuss, or just... Или просто говорил, забудьте эту игру, типа, мы сейчас будем стартанем, next. Но прям такого давления не было, потому что не первый раз на стадионе, и я уже привык. Поэтому ты вот просто, на самом деле, когда садишься, ты уже играешь 2 минуты, ты уже забываешь, что ты тут на стадионе, пока прям там сильно не орут. И ты просто стараешься победить, стараешься думать только о игре, и это все проходит. Теперь немного про команду и про ближайшее будущее. Мы сделали замену, поменяли Кристаллиса на Алана. Для тебя эта замена наиболее ощутима, потому что ты стоишь с Кором, да, на линии первой позиции, ты 5-я позиция. Сравни этих двух игроков. Начнем с того, что для меня это была не самая простая замена, просто именно вот морально, это на самом деле не просто. Такое не все игроки в доте испытывают. У многих бывает такое, что тебя кикают, но когда ты выиграл турнир, и ты смотришь это со стороны людей, которые делают этот выбор, это тоже очень непросто, это очень эмоционально непросто, и ты задаешь себе очень много вопросов. Но если сравнивать Алана и Кристаллиса, то я сказал бы, что Алан — это просто новая звездочка такая в доте, которой очень важен environment в команде. Если все сделать хорошо, Алан будет новым Мираклом, как хочет Саша Никс. Nice cogs, 9 class. Actually able to lock him into place. Does it get a little bit of health back with the decay, but the extra strength, it's not gonna matter. They'll turn to Emo next. What a way for Parry Vision to open up ability. No one charges up Vision with an instant gas. The fight will now break out. I'm able to give them at least some as well. Oh, the decision, it wasn't good enough down the Supernova, but it's gonna cost him deal. Dead, make it a 5th shortly. Flow. You can just feel it coming. They're going straight into the trap. They'll try and do their best. Roaring everything on Titanic. Edson even 4 below 3/4 health. 9 class gets Titanic. Deals with Zeal. This egg, no one knows, flies over. Emo's gonna be caught inside the base. Led over for quite some. They look good in this game. This was the Power Vision that I was expecting to see. Looking pretty dominant, smiles all around, and Nicholas is saying, I can't believe Crystal Maiden finally won again.
должен, ты мог забрать Алана в топе патча. Так он говорит нет. Ну, блядь, надо посмотреть. Я все прокачал. Everyone distracted. И последний вопрос про турниры. Сейчас у нас Фиссура, Blast, Dream League. У нас есть понимание на следующих 2-3 месяца, где мы играем, да, там даже почти до конца года. Ставили вы цели перед командой, как мы хотим играть, где мы хотим давать максимальный перформанс, где мы можем на тормозах сыграть, да, там, учитывая трату энергии? И какие цели ты ставил перед собой? Моя основная цель — это именно зайти и показать лучшую игру на сервере от себя самого, постараться на максимум, выложиться, и потом уже, если я проиграл или выиграл, без разницы, проанализировать свои ошибки и импрувнуться. А для команды у нас не было такого разговора, но думаю, так как мы с ребятами на одном коннекте, у нас одинаковое понимание, мы приезжаем на турнир, мы укладываемся на максимум. Есть ли турнир, который ты хотел бы выиграть в этом году? Вот прям? Да, я хочу выиграть турнир в Сербии, потому что Сербия стала для меня вторым домом, и было бы очень приятно победить именно здесь. Я не ставил цели, но как во всех командах хочется выиграть турнир, хочется еще раз дойти до финала, поиграть на стадионе. Вот это прикольно будет.